Там, среди пустыни, появился город, в котором кактусы и камни выглядят как декорации, а декорации — как реальность. Я никогда не играл в азартные игры, и уж точно не мечтал потерять память после мальчишника. Но всегда представлял, как иду вдоль покерных столов, пью бесплатные коктейли в казино, женюсь в смешном наряде под фейкового Элвиса, гуляю под неоновыми вывесками и живу в шикарном отеле за $20. Почему, даже если ты не азартный игрок, все же хочется покрутить рулетку именно в Вегасе, который кажется таким знакомым? Давайте это выясним. Добро пожаловать в великолепный Лас-Вегас. Город, в котором от Эйфелевой башни до Венецианских каналов всего 5 минут пешком. Лучшие отели мира утопают в зелени выручки казино. Бары работают 24/7. Девушке предложат провести вечер за $100, а если симпатия окажется взаимной, тут же пожениться день в день в любой часовне. Первое, что ты чувствуешь, когда приезжаешь в Вегас, ты уже тут был. Ты все это видел в фильмах, в рекламе, в клипах, думаешь, что знаешь город. А в жизни Вегас не такой, но одновременно такой. Сейчас попробую объяснить. И начну я с места, где Вегас именно такой, как в фильмах. Ты не можешь приехать сюда и не зайти в казино. Пешеходные дороги просто проходят сквозь залы с автоматами. В кино создавалось ощущение, что каждый простачок сюда не зайдет. В реальности же это проходной двор. И раз уж я здесь, почему бы не посмотреть, как все устроено? Неоновые лампы, покерные столы, тьма народу, сотни автоматов. Все выглядит сюрреалистично, но ровно так, как ты представляешь. Но первое, что я заметил, это запах. Представьте соседа, который курит дома, не открывает окна и обожает ковры, которые запечатывают этот неповторимый аромат. Казино — одно из редких мест, где можно курить, чтобы ничто не отвлекало от проигрыша денег. По той же причине здесь нет окон и часов. Люди. В фильмах это парни в белых рубашках и дамы в коктейльных платьях. Они просчитывают, как красиво и элегантно обыграть всех вокруг. В жизни же публика, очень разная. Среднему Джо на улице 44 года. Он приехал с женой из другого штата. Они здесь не первый раз, останутся на 3-4 дня. Каждый из них потратит по $800 на казино, играя 2,5 часа в день. Вместе они зарабатывают около $115 тысяч в год, что в 2 раза больше медианной зарплаты в стране. На всю поездку они потратят 5000. Правда, сразу за этим Джо может идти 65-летняя Барбара, которая прилетела на концерт Eagles, но решила скоротать пару часов, играя в рулетку. Или 22-летний Тайлер, приехавший из соседней Юты и жаждущий увидеть мордобой в UFC. Всего таких Джо, Барбар и Тайлеров приезжает 3,5 миллиона в месяц. На них штат зарабатывает $100 миллиардов в год, а каждый третий невадец так или иначе работает на одной из 265 казино. Но вообще это непредсказуемо, кто может приехать в Вегас и зачем. Например, просто идешь по улице, и тут люди в костюме животных. Казалось, что есть фестиваль фури, и прямо сейчас мы стоим в этом очень странном, но интересном месте, где все фури. Вернемся в казино. Громкая музыка, запахи, резкий неоновый свет — все эти свистоперделки перегружают тебя и создают непередаваемые ощущения. Я в фильме. На кону большие ставки. Я резким движением руки постоянно ставлю больше фишек и, как следствие, проигрываю быстрее. Говорят, что казино всегда выигрывает. Давайте посмотрим, как именно. Самое простое — это рулетка, где есть красные и черные числа. Здесь они желтые. Казалось бы, шанс выиграть 50%, если мы ставим либо на красное, либо на черное. Но на самом деле тут есть 2 0 зеленых. И получается, что при 18 выигрышных числах шанс выиграть 47,37. И вот эта разница 5,26%. Так называемый казино Edge. То, благодаря чему казино зарабатывает. Ну, давайте сыграем, попробуем. Я не знаю, погнали, на черное поставлю. Ты можешь выиграть 1 раз, 2 раза, но в долгую казино всегда остается в плюсе. На стороне казино не азарт, а математика. Кто бы мог подумать, что казино навариваются на людских пороках и делают немножко все в свою пользу. Шок.
Я выиграл $23, на самом деле поднял $10. Как только это произошло, я отсюда ухожу. Пока. Ну все, я погнал крутить казик, но сегодня у меня есть стратегия, и я собираюсь ее придерживаться. Есть миф, что в казино бесплатно дают алкоголь, чтобы затуманить разум азартным людям. Во мне 0 азарта, а вот затуманить разум за счет казино я совсем не против. Иду в одно из самых дорогих казино — Venetian. Чем дороже место, тем лучше напитки. И моя задача, прямо как в игре на выживание, просидеть за стулом как можно дольше. Так, я нашел автомат, в котором ставка всего 25 центов. Это самая маленькая из того, что я видел. Мы находимся недалеко от комнаты с большими лимитами. И только что я видел, что тут проходила женщина, которая раздает коктейли. Ставлю туда $20. Достаю свой секундомер и засекаю время, пока к нам не подойдет женщина и не предложит напиток. Моя задача — играть настолько медленно и дешево, насколько это вообще возможно. Я поиграл всего 3 минуты и уже выиграл $7,5. Тут накрутилось у меня, пожалуйста, 3 бонуса. Мне супер повезло, и теперь я намерен проиграть всю свою жизнь. Погнали? Я играю уже минут 10, и я просто не понимаю, как вообще людям это может нравиться, потому что когда ты снаружи подходишь и смотришь, как другие играют, думаешь, ну господи, ты нажимаешь просто одну кнопку, ничем не управляешь, ты можешь просто закинуть все деньги, нажать максимальную ставку и проиграть сразу все. Я не знаю, я сижу, я много-много раз нажимаю спин и просто смотрю, как деньги медленно сгорают. Раз в 15 минут подходит дама и говорит: коктейли. Весь бар действительно абсолютно бесплатный. Главное не забывать давать $3 чаевых за каждый напиток, чтобы она не забыла про тебя в следующий раз. Thank you so much. Thank you. По какой-то причине они прям не жалеют алкоголя. Я думаю, что сделано специально. В итоге за час я играл очень медленно. Мне принесли аж 3 напитка. И получается, что я сидел, бесплатно пил в помещении, где прокуренные мне совершенно не нравятся, делал то, что мне не нравится. И весь выигрыш и начальные $20 я, конечно же, проиграл. С учетом чаевых мой бесплатный алкоголь обошелся всего в $29. Ловко я Вегас развел. Но вообще я уже в хорошей кондиции, чтобы рассказать про еще один лайфхак. Во многих городах отель — это просто место, где ты ночуешь после долгого дня. В Вегасе же это часть развлечения. Тут ты не просто спишь, а живешь в декорациях. И если в обычном городе ты выбираешь между ценой и уютом, то здесь выбираешь себе эпоху и страну. Сегодня ты можешь жить в египетской пирамиде, завтра на пиратском корабле, а послезавтра в Нью-Йорке. Вдали от центра есть казино-город в стиле Дикого Запада, где внутри тебя вместо неона встречает фальшивый водопад. Рядом неотличимые от настоящих орлы, олени, рыси и атмосфера Старой Америки. Здесь в основном сидят местные. Они любят Сэмстаун за олдскульный вайб и доступные ставки. Внутри пирамиды Луксор повсюду фараоны. У подножья сидят сфинксы. На стенах египетские иероглифы. Но почему все отели здесь такие? Почему нельзя было построить просто гостиницу? Потому что отель — это ловушка, ставшая достопримечательностью. Раньше туристы приезжали, проигрывали деньги и уезжали. Чем их зацепить, чтобы они остались на ночь? Сделать сад с фламинго, позволить жить в дворце Цезаря, построить средневековый замок, покатать на гондоле по Венецианским каналам. План работает. Люди продолжают приезжать. Я не видел таких очередей на заселение вообще нигде. Отельных номеров здесь больше, чем в любом другом городе мира. Все-таки в отелях нужно разместить больше 100 тысяч человек каждый день, и большая часть из них останавливается на Стрипе. Стрип — это главная развлекательная улица Лас-Вегаса, длиной почти 7 километров. Тут стоят основные казино и отели, и проходит шоу. Вегас никогда не спит. Сейчас 6:35 утра, а люди играют в казино. Казино работает 24/7, и люди со всего мира заезжают в отели круглые сутки. Но стоит ли оно того? Давайте посмотрим номер. Это не просто комната, это мини-квартира. Даже самый обычный номер — это 3 зоны. Ну что, давайте посмотрим, как живут графы в таких номерах за много долларов. Начинается все, конечно же, с главной комнаты. О, толчок. Из которой можно вести все самые важные переговоры.
У меня один из самых простых номеров, но даже он поделен на 3 части, и площадь достаточно большая. Большинство отелей на Стрипе уже не молоды, и этот не исключение. Но у меня не поворачивается язык назвать его пошарпанным. Попадаешь в рабочую зону, и ты можешь насладиться своим великолепным видом. Чтобы его посмотреть, нажимаю на вот эту интересную кнопочку. Готов поспорить, что современники были от нее просто в восторге. Врать не буду, я тоже. Честно, видок просто охренительный. Срочно надеваю халат, чтобы успеть полежать в нем на кровати, а потом исследовать мини-бар. Давайте посмотрим, что у нас есть в мини-баре. Я кое-что вижу интересное, сейчас расскажу. Конечно же, алкоголь, пиво. Есть ли здесь крепкое? Да. Black Label, Captain Morgan, водка Absolut, водка Belvedere. Очень хорошо. Но интересно, что здесь есть другое. Набор для любви. А вот это было зря. В холодильнике и на полке стоят сенсоры, которые автоматически добавляют в счет все, что я потрогал. И предупреждение об этом продублировано на 6 языках. Но кто ж его читает? Поэтому скучное утро выселения мне разбавило неловкое объяснение, что я, честное слово, но не брал я алкоголь и ваши коробки с презиками. Пошли посмотрим, что здесь есть еще. Если просто дорогого номера мало, есть и отели, которые устроены как целые города. Венишн — это не просто отель, это попытка сделать Венецию в пустыне. Вода настоящая, каналы настоящие, даже гондольеры поют на итальянском. Но если поднять голову, то видно, что небо фальшивое, закаты здесь всегда одинаковые, а мы сейчас вообще на 2-м этаже. Буквально на несколько секунд может показаться, что ты недалеко от Пляцца Сан-Марко. Но если реально Венеция пахнет морем и немного канализацией, то тут кондиционером и духами из торгового центра. Ну, красиво тут, конечно. Неудивительно, что это один из самых дорогих в постройке отелей в мире. И обычная цена за ночь может составлять до $1000. Но если выбрать 3-ю ночь месяца с воскресенья на понедельник, цена будет всего лишь $180. Если вы не боярин и готовы пожить в отеле попроще, то есть варианты, которые начинаются от $10. И дальше смотрим, есть Страт за 17, Цирк за 24 и Экскалибур за 25. Но сюда не входит цена туристического сбора, которая составляет $55. Тут, конечно, красиво, хотя и понятно, что все, буквально все здесь не настоящее. Зацените звук. Я здесь уже больше часа, но так и не вышел из отеля. Кроме гондольеров и казино, тут стоит огромный торговый центр. Но вообще я хочу выжать буквально все из потраченных $250, поэтому иду смотреть на все бассейны, которые тут есть. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Водопад, озеро, фонтан. Сложно поверить, но мы все еще в пустыне. Причем воды здесь полно везде. Бассейны, фонтаны, искусственные реки. Но вот вопрос. Откуда эта вода берется? Ответ вот отсюда. Дамба Гувера — это главная причина, почему Вегас вообще существует. В Великую депрессию у правительства появилась идея. Нас достала речка Колорадо. Каждый год она путает берега. Давайте подкараулим ее, припрем стенкой, поставим там дамбу, а из падающей воды будем брать электричество. Да еще и кучей людей создадим рабочие места. Была еще одна проблема. Река проходила через 7 штатов и даже доходила до Мексики. Каждый говорил: I need water. Help me. I need water. Help. Договориться не получалось, поэтому придумали компромисс. Собрать всю воду в одно гигантское озеро и затем распределять ее централизованно. Так появилось самое большое искусственное озеро в Америке — озеро Мид. Чтобы понять, насколько это огромное сооружение, давайте посмотрим вниз. Это 220 метров или около 73 этажей в высоту. Чтобы построить дамбу, сначала пробили 4 гигантских тоннеля прямо в горах. Затем перенаправили реку через
эти тоннели и только потом заливали бетон. Температура в шахтах под 50 градусов. Работа продолжалась 24 часа в сутки, а рабочие получали всего 3 выходных в год. И вот тогда случилось неожиданное. Тысячи людей переезжали в эту пустыню. Они работали, но хотелось же и отдохнуть. И вот тогда кто-то придумал, а что если вечером мы им дадим возможность отдохнуть и заодно проиграть заработанные деньги. Сначала маленькие горные дома, потом отели, потом казино. И вот так, благодаря огромной бетонной стене в пустыне, появился самый безумный город в США. Получить кадры с дрона было непросто, но зато можно лишний раз удивиться окрестностям Вегаса. Чтобы увидеть дамбу полностью, пришлось шуровать по вот этому красивейшему каньону вверх и вниз 8 километров, буквально по отвесным скалам и держаться за веревочку. У меня просто вот отказывает птичка. Смерть онлайн. Вот это каньон, и кажется, что вода совсем ледяная, но на самом деле это горячий источник, и она буквально как будто ты ванну принимаешь, настолько теплая, и на самом деле здесь люди вот там вниз по течению принимают ванну. Думая, что войдем и выйдем, приключение на 20 минут, мы оказались на тропе со сложностью хард, и поход в пару километров туда и обратно занял почти целый день. Не успел я прийти и осознать, что забыл солнечные очки для дрона, надо спешить обратно, потому что темнеет очень быстро. А застрять ночью в скале и вызывать 911 удовольствие не бесплатное. Дамба Гувера находится между двух штатов – Аризона и Невада. В Аризоне время отличается от невадского, поэтому можно наблюдать вот такую картину. Стоит башня, которая показывает время Аризоны, и совсем недалеко от нее стоит другая башня, которая показывает время Невады. Но время у них отличается только зимой. Сейчас не зима, поэтому время совпадает. Возвращаясь ночью в Вегас, наблюдаешь странную картину. Всю дорогу ты едешь по пустыне. Темно, как и должно быть. Вот кроме света машин ничего нет. Но в какой-то момент абсолютно все пространство заполняется светом. Хотя центральный стрип при этом не такой уж и большой. Город светится равномерно. Не только центр, но и все районы вокруг. В Вегасе нет жесткой борьбы с загрязнением света. Даже наоборот. Яркий свет здесь поощряется. Исторически так повелось из-за дешевой электроэнергии из ГЭС Гувера, и сейчас, естественно, все стало дороже. Но до сих пор все буквально сияет, просто потому что свет сам по себе стал частью аттракциона. Без подсветки все кажется бутафорским. И разница улиц днем и ночью поразительная. С подсветкой это тоже бутафорская, но зато появляется магия Вегаса. Но надолго ли хватит энергии из дамбы? Озеро Мид мельчает. Каждый год уровень воды падает. Что случится с Вегасом, если оно исчезнет? Мы этого пока не знаем, но одно можно сказать точно. Если бы не вот эта дамба, в бассейнах Палаццо давно бы не было воды. Откуда в пустыне появились вода и электричество, мы разобрались. Поехали смотреть, на что их тратят. Например, на сферу. Что это вообще такое? Это не здание, это экран. Самый дорогой и большой экран в мире. Она может превращаться во что угодно. В огромный смайлик, божью коровку, другую планету и дискошар. А еще в самый дорогой в мире рекламный щит. Это новая точка притяжения, по которой можно следить, куда сейчас пошел развиваться Вегас. Ее достроили 2 года назад. Высота у нее 112 метров, диаметр 157. Это самая большая сферическая структура в мире. Но самое интересное внутри. Здесь не просто экран, это IMAX, увеличенный в 100 раз. Ты заходишь, и вокруг тебя целый мир. Ты в космосе, ты под водой, ты на вершине Гранд Каньона. Woodlands, prairies, plains, rivers. Кстати, вот здесь я летал сам, посмотрите видео, если еще не видели. Это просто было потрясающе. Сначала ты приходишь и не понимаешь, что весь экран сферической формы, потом начинается, потому что там квадрат. И когда все начинается, ты летишь на землю и начинают показывать очень красивые картинки. Это просто офигеть. Первый раз в жизни я вообще был в иммерсивном пространстве, и там дует ветерок, трясется кресло, и даже запахи они пускают. Все было супер круто, кроме, может быть, самой идеи, потому что режиссер хотел показать сначала красивые кадры, и потом сказать, что мы, люди, в конечном итоге перестали видеть свет, кроме своего собственного. Но где мы это смотрим? Как вот это назвать, кроме как огромным шаром света, которым мы все ослеплены? Я поднялся чуть-чуть повыше, чтобы показать, что это немножко обман.
Экран, который я смотрел только что, не то же самое, что экран снаружи. И там на просвет видно балочки. Обратите внимание, здесь нет слотов и казино. Прошла всего пара лет с момента открытия, а сфера стала новой достопримечательностью. Здесь выступали Backstreet Boys, U2, лучшие диджеи. И сейчас шоу — это сама цель приехать в Вегас, а не способ затащить людей в казино. Более того, почти у каждого казино есть свой зал для проведения конференций. Уже сейчас в Вегасе проводится больше бизнес-конференций, чем где-либо в США. Увидеть человека, который идет в футболке технологической компании с бейджиком посетителя выставки по казино — привычная картина. И по количеству конференц-залов видно, куда хочет дальше развиваться город. Стать центром пересечения бизнеса и развлечений. А вот гэмблинг отходит на второй план. Постепенно он превращается в развлечение для бумеров. Не весь старый Вегас про казино. Есть часть, которая не связана никак с азартом, но чтобы ее посмотреть, нужно немножко проехать дальше от центра. По пути только заеду перекусить. Блин, они совсем, что ли, обалдели? Это очередь в супермаркет, а он еще и платный. 55 баксов. Охренеть. Возьму что-нибудь перекусить буквально быстренько и пойду дальше. Курица с татухами? Странно. Окей, ладно, есть супы. Можно взять суп из верблюда. Нет, это уже перебор. Что-то вообще как-то тут все странно. Я знал, что в Вегасе немного бывает все с прибабахом. Но тут мне совсем ничего не понятно. Ладно, окей. Погнали, возьму колу и пойдем отсюда. Что? После небольшого зала со странными товарами появляется трехэтажный лабиринт со свитяшками, мостами и проходами. Все комнаты немного разные. Только спустился с одной лестницы, тут же лезешь в очередной тоннель и пытаешься понять, что происходит. Да, это уже не супермаркет, это точно. Посмотрим, будет ли тут еще глубже. Господи. Это супермаркет, за который действительно надо заплатить, потому что это своего рода развлечение. Это не музей, а скорее такая большая игровая площадка, которой будет интересно, скорее всего, ребенку, но и взрослому тоже. Место называется Омега Март. Это действительно супермаркет. Тут можно купить напитки и снеки, но вот все остальное — это только пустые банки и пластиковые фигурки. Самое интересное тут — это квест, который можно разгадывать, собирая подсказки. У меня настроения разгадывать загадки особо не было, поэтому я просто бродил из комнаты в комнату. Хотя на самом деле я ждал чуть большего. Многие из товаров откровенно пластмассовые, но самый большой облом — почти ничего нельзя купить. Я бы очень хотел баночку дегидрированной воды или консервированную мамонтятину, ну или на худой конец картошку с пирсингом. Но банки приклеены к полке, многие из них уже кто-то помял. Ничего лучше, чем козий гной, зато веганский, я не смог найти, но зато теперь можно посмотреть, что может предложить Вегас, не связанное с казино и блядками. В этих местах есть свой дресс-код. Сейчас вы поймете, о чем я. Пришлось ради видоса договориться со своей бывшей девушкой жениться в Вегасе. Только чего-то не хватает. Другое дело. One thing not to do. Bachelor. Если кажется, что это самая фейковая и пластиковая свадьба, что может быть, то это лишь кажется. Все официально, бумажку дают настоящую. На церемонию не запишут без сертификата из ЗАГСа. ЗАГС работает 365 дней в году с 8 утра до полуночи. При этом он обрабатывает заявку почти моментально.
И как только ты получил бумажку, можешь пойти сразу расписаться. И процесс развода точно такой же простой. Поэтому Вегас и свадебная столица мира. Быстрее и проще просто не найдешь. Ежегодно 75 тысяч сладких парочек женятся именно в Вегасе. И только каждая пятая из этих парочек местные, все остальные туристы. Бумажка, которая заверит с ваших же слов, что вы любите друг друга до конца жизни, стоит $102. Ладно, наша свадьба и правда фейковая, и бумажку нам дали написанную от руки. Но зачем отказывать себе в церемонии, если Элвис может поздравить и с браком, и годовщиной, и разводом? Это было вот ровно, как я ожидал, настолько же кринжово, нелепо и бутафорно, как я предполагал. Но мне показалось, что если бы это была моя настоящая свадьба, я бы супер сильно расстроился. Я бы расстроилась, если бы это была моя свадьба. 15 минут, конвейер вот так пошел, денег дал, заплатил, ушел. Вот, да, тебе осталась бутоньерка, вот такой маленький смешной пластиковый букетик. Бутоньерку мне отдали навсегда бесплатно. Да, представьте. бесплатно. Нам дали сертификат, написанный от руки. И мне понравилось еще, что ты выходишь фотографироваться, и мимо тебя идут бомжи, и они такие как бы комментируют: прикольно выглядишь, молодец. И там только бомжи ходят вокруг. И сзади стоит парковка, мы прямо сейчас на ней, то есть я сейчас смотрю на контейнер для щебня. Вон щебень из контейнера. И стоит это $350, как вам? Кому-то. Нам. Подожди, каких же 350? 80 еще. Нет, я сложил. Это 200... 344 было на бумажке, которую я подписывала. Не может такого быть. Но это, наверное... Да. И 70... 290, скорее всего, стоит сама церемония. 20... 75, они сказали, стоит видео. И еще дали мы $60 на чай. Вот и... 80 долларов на чай. И к сумме плюс 20% это а-ля сервис-фи у них такой. Диос мио. Да, вон бомжарик. Кто это? Просто какой-то колдырь вывалился и ввалился обратно. Мы тут, женились. А он? При свете дня часовни тоже забавные. Они стоят вдоль главной улицы старого даунтауна со всеми его атрибутами. Казино-центр, детеншн-центр. И теперь, если пройти, то здесь рядом будет замечательная часовня для свадеб. Больше 50 часовен, симпатичных и не очень, готовы предложить церемонии. Ее могут провести в зале или прямо в машине. Именно в этой часовне провели первую свадьбу с Элвисом, после чего они стали появляться как грибы после дождя по всему даунтауну. Как повелось с начала 30-х, свадьба в Вегасе — это такой элегантный и классный способ сказать «отвалите» всем своим родственникам, не удовлетворять нужды никого, кроме себя, за $500 прыгнуть в самолет, пожениться здесь и не звать своего четвероюродного дядю на свадьбу, потому что вот в такой часовне не может поместиться больше 10 людей. Правда, любовь бывает двух видов: настоящая и не очень. И с ненастоящей все куда сложнее. Господи, какой кошмар, какой ужас. Осуждаю. Но мне понравилось. Уже совсем стемнело, поэтому пойдем посмотрим на ночную жизнь. В Вегасе две главные улицы, где происходит вся движуха. Это Стрип, бульвар Лас-Вегас, и улица Фримонт. Исторический даунтаун — это как раз-таки улица Фримонт. Отсюда появились все казино. И здесь намного больше концентрация всех неоновых вывесок, казино, каких-то уличных артистов, но и трэша намного больше. Чтобы понятно было, какое тут безумие просто происходит. Какая-то горилла танцует под рок-группу, над этим всем летает зиплайн, все курят, пьют, голые девки с голыми жопами. Просто... Но не все
Все готовы разделить веселье на улицах. Прямо посреди толпы с коктейлями и сигаретами ходят проповедники, которые просят не грешить и подумать еще разок. Им, конечно, плюс за смекалочку, но даже Богу известно, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Понимаю, почему люди не тратят больше 3 дней на выходные тут. Становится дурно уже после 2 часов на улице. Наш древний мозг явно не готов к коктейлю сильнейших запахов, звуков, толкучки, чувству вседозволенности на постоянной основе. После похода на стрип с утра появляется похмелье, при том, что не пил и не курил. Чувствуешь себя соучастником всего этого галдежа, даже если пришел туда с самыми благими намерениями. И на Фримонте, и на стрипе на каждом углу раздают флаеры с эскортом. В барах девушки флиртуют с туристами. Даже мелькает машина с баннером горячей девушки в ваш номер. Кто-то скажет, блин, ну это ж Вегас, все правильно. Вроде да, но есть нюанс. Вопреки мифу, проституция в Вегасе запрещена, но эскорт вполне законен. А в чем разница? Вы можете заплатить девушке, чтобы она пришла к вам в номер, но только за сопровождение. Что будет дальше, это уже ваши с ней личные дела и серая зона. По номеру с визитки за $100 девушка действительно придет, но за продолжение нужно заплатить уже другие суммы. Нет денег, тогда придется уйти. Ну или позвать босса, который объяснит, что ты должен уже 5000. Если кажется, что девчонки тут главные разводилы, то правда намного хуже. До сих пор все держится на сутенерах. Это профессиональные манипуляторы, которые умеют находить уязвимых и заставлять работать на себя. Даже есть квота. Нужно зарабатывать от 2 до 5000 долларов в день. Все деньги до копейки они отдают, чтобы получить право вернуться домой. А люди, которые дают листовки на улице, обычно мигранты без документов и языка, и это чуть ли не единственная работа для них, поэтому они соглашаются. Веселенькая темка, ничего не скажешь. Разбавлю-ка я ее рассказом о тех, кто оказался на самом дне. В Вегасе быть бездомным вне закона. И правда, на стрипе их сильно меньше, чем в центрах других городов. Мы в пустыне, поэтому зимой, ночью здесь очень холодно, а летом очень жарко. Это тоже сильно мешает жить на улице. Но дело в том, что такие прямолинейные запреты не работают. И прямо здесь, в центре Вегаса, недалеко от дворца Цезаря, есть огромная система тоннелей. Она распространяется на 700 километров и идет под всем Вегасом. Эти тоннели помогают избежать наводнений во время сезона дождей. Но каждый раз, когда они происходят, здесь умирают люди. Прямо здесь, под землей, живет несколько тысяч или даже десятков тысяч человек. Но точных данных ни у кого нет. Но что точно, это то, что у большинства из них есть проблемы с ментальным здоровьем или наркотиками. При том, что тоннелей огромное множество, большинство людей живет конкретно вот в этом тоннеле протяженностью 2,5 километра, который начинается недалеко от отеля Рио и заканчивается возле отеля Линк. У разных тоннелей есть даже свои мэры, правила проживания и электричество от солнечных батарей. Но без приглашения туда лучше не заходить, поэтому, выбирая между пересказом чужих видосов с Ютуба и личным опытом посещения, я выбрал первое. Туристы и бездомные — это две крайности Вегаса, которые, конечно, эффектно смотрятся вместе, но вообще здесь живет 2,5 миллиона обычных человек. И да, треть работающего населения занято в сфере туризма. Но вот сам стрип — это всего 4 мили, то есть меньше 0,1% площади города. А вот все остальное — вполне обычный американский город. Местные в основном живут в одноэтажных домах и кондоминиумах, гоняют супермаркеты, занимаются в спортзале и, в общем-то, на стрипе могут не появляться месяцами. Чудес урбанизма тоже ждать не приходится. Машина и вот такие бесконечные просто щупальца субурбии — это постоянные спутники лас-вегасцев. Но есть совсем неочевидный плюс, почему сюда переезжают люди из Калифорнии, Техаса, Нью-Йорка, Аризоны и остальных штатов. Это айтишники, удаленщики, логисты, люди из медицины и обслуживания. Ты можешь жить подальше от этого базара, но когда захочется, сходил в мишленовский ресторан или на шоу мирового уровня, и потом вернулся обратно в тихий район с парковками у каждого дома. Население растет по 2,5% в год. Кто-то едет за дешевой землей в пустыне, кто-то открывает бизнес, многие просто бегут от суеты и больших налогов. Сейчас будет совсем неожиданно, но за 40 минут езды на машине ты оказываешься на горнолыжном курорте. Всего в нескольких десятках миль здесь есть скалы для скалолазания, хайки с горячими источниками, чуть подальше 5 национальных парков для поездки на выходные
И получается, что пустыня и снег в одном флаконе. Так, для меня сейчас вообще самое большое потрясение за все пребывание в Вегасе, потому что сегодня 6 апреля. В Вегасе 26 градусов буквально через 40 минут. Я стою и смотрю на снежный склон. И тут очень странные люди, в хорошем смысле. Кто-то голый, ну понятно, в трусах. Кто-то в костюме хот-дога, кто-то в платье, кто-то пьяный. Все на чили. И такое ощущение, что просто я как будто летел на самолете. Но нет, я приехал на машине. Наверное, это самый интересный горнолыжный курорт, который я видел. Про него не знают туристы. И здесь абсолютно нет атмосферы понтов и больших денег. Почти все катающиеся из сферы обслуживания. Люди простые, прямые и позитивные. Любят приправить свою речь словами на букву «F». Здесь не будет кофе за $20, машину ты паркуешь на стихийной парковке вдоль обочины, а через 3 минуты уже катишься по склону. Помимо гор и каньонов, в доступности есть горные козлы, которые пасутся в черте города, трейлы с петроглифами и рисунками древних людей и уникальные парки. Я жил здесь 2 месяца и параллельно работал, и надеялся, что смогу посмотреть большую часть развлечений. Но оказалось, это просто невозможно. Вегас — черная дыра, которая засосет любого, кто ищет способ провести время. Хочется искусства в пустыне? Набор цветных камней посреди ничего удовлетворит этот запрос. Посмотреть «Воскового Лео»? Конечно, такой банальщины хоть отбавляй. Цирк дю Солей, после которого идешь гуглить, как работает анатомия человека? Абсолютно так. Посмотреть огромного богомола механического, который извергает пламя? Вот, пожалуйста. Узнать, что в центре города Нельзя летать на дроне, поэтому пришлось вот так. и взамен пролететь на бреющем полете через главный бульвар Лас-Вегаса на вертолете, чтобы все-таки увидеть город сверху? Конечно. Было очень страшно. Сходить на 100-другую выступлений музыкантов, фокусников, комиков, диджеев, мюзиклы, кабаре и так далее. Я с большим удовольствием соглашался на все, что может предложить Вегас. И каждый раз было одно ощущение. Я как будто прикасаюсь к чему-то легендарному. Хотя мне не интересны казино, ночная жизнь и даже Элвис Пресли. Потому что Вегас не город, а проданная мечта, которую рекламировали так долго, что она стала культовой. И даже понимая это, все равно хочется посмотреть, что там за неоновыми огнями. Надеюсь, вам понравилось в великолепном Лас-Вегасе. Пока!